Сейчас поговорим о физических энергиях. И начнем, конечно, с жизненной энергии праны. Прана содержится во всех живых объектах, и она обеспечивает жизненность наших клеток. От содержания праны в клетках зависит продолжительность нашей жизни и фактически возраст наших кожи, органов и тканей. В сущности, как молодо мы выглядим, как раз зависит от количества праны в наших телах. Интересный факт, что человек, который может работать с праной, может полноценно жить до 120-160 лет и сохранять при этом жизненность и активность своего физического тела. Вот когда я вспоминаю интересный момент, связанный с моим учителем Сатьяном Йокари, я был удивлен, когда первый раз его видел, как он играет с детьми в футбол. Причем Сатьян Йокари в этот период был старше, чем на 100 лет. И продолжал играть фактически до последнего своего дня, заниматься активно спортом. И молодые монахи часто играют в футбол, и когда играют молодые, вроде бы нормально, но когда человек, например, в 117 лет, Сатьян Йокари продолжал играть. И у него было много именно жизненной энергии в клетках, было много праны. И это просто доказывает, это не единственный пример в Непале или в Бутане или в Китае, когда люди действительно доживают до таких лет, занимаются регулярно такими практиками и поддерживают просто жизнь в своем теле на очень высоком уровне. В это иногда очень сложно поверить человеку, который думает, что в 70-80 лет он уже должен стать инвалидом, который просто ожидает конца своей жизни. И если вы не измените это сознание в себе, то так оно и будет. Но если вы будете постоянно заниматься, использовать дыхательные упражнения, которые вы, естественно, научите в процессе рейки-семинаров, то вы можете поддерживать жизненный тонус своих клеток, иметь такое высокое содержание праны в них до конца своей жизни. А можете, повторяю, жить 120-160 лет. Это действительно наш предел для наших физических тел, но он связан не с тем, что мы теряем энергию, он связан исключительно с нашей генетической структурой. Основа этого долголетия, она, в общем-то, стоит в одной тибетской системе. Она включает в себя не только работу и специальные упражнения, она включает в себя еще позитивное мышление, а это очень важно. Включает систему питания, причем питание без ограничений и отказа от каких-то важных и приятных за вас продуктов. Просто важно сочетание между этих продуктов. Важно просто знать, что и когда нужно есть. Потом очень важный момент – это работа с сексуальной энергией. Важный момент – быть активным, заниматься спортом, активно двигаться, потому что если человек с малых лет начинает сидеть за компьютером и только это и делает, и не занимается спортом, конечно же, он умрет очень молодым и станет больным очень в молодом возрасте. Активный образ жизни, он очень важен, потому что таким образом мы раздвиживаем энергии в своем теле, раздвиживаем жидкости, например, кровь или лимфу, раздвиживаем суставы. И без этого, конечно, мы не можем жить долго. И если энергию рейки мы привлекаем в тело, когда открываем свою первую и седьмую чакры, то прану получаем в процессе дыхания. В рейке мы используем специальные упражнения для увеличения уровня праны в наших клетках. Это праническое дыхание. Есть такая специальная медитация, связанная с праническим дыханием, и, конечно, вы сможете с ней ознакомиться. Вот, например, когда мы каждое утро делаем комплекс
рейки-йога на природе, то дышим мы не только кислородом, но мы дышим и праной. Но в сущности мы можем привлекать в свое тело прану не только на природе, но и в мегаполисах. Прана содержится абсолютно везде. Нет никакого значения, где вы живете. Можете жить в экологически чистых условиях где-нибудь в тибетском монастыре, а можете жить в большом городе. Прана содержится везде. Просто в городе для вас понадобится немножко больше времени, чтобы ее привлечь в свое тело. И получается, что чем больше праны в ваших клетках, тем более интенсивно она светится. И вот именно это свечение создает вокруг вашего тела такой контур, ауру. Контур обыкновенно мы лучше всего видим вокруг головы. Не случайно на христианских иконах, например, или на старых индийских картинах очень часто светцы или духовные люди, они изображены как раз с нимбом около головы. Около головы всегда можете увидеть свечение. Это свечение ауры. Действительно, когда человек владеет с определенными техниками и очень здоров, его свечение, его аура становится очень интенсивной. Контур этот мы видим своими нормальными глазами, то есть с помощью обычного физического зрения. Для того, чтобы видеть ауры, не нужно развивать никакое астральное зрение. Это характеристика действительно физического мира, и она очень легко развивается. Вы еще на первом семинаре познакомитесь с этой техникой, и все вы без исключения получите способность видеть ауры. Но хочу вас, может быть, немножко разочаровать, потому что, да, вы станете видеть ауры, но вот значение ауры для человека наистина минимально. Аура, в сущности, показывает только уровень содержания праны в клетках физического тела, и полезные функции ауры этим исчерпываются. Конечно, есть много людей, которые утверждают, что своими глазами видят астральные энергии. Так вот, объясню, почему это утверждение погрешно. Глаза – это физический объект. И наши физические сенсоры не способны регистрировать астральные объекты. Астральное восприятие, которому вы тоже можете научиться, оно построено на абсолютно различном принципе, который вообще ничего общего со зрением не имеет. И мы можем быть уверены и убеждены в том, что видим чакры, видим энергию рейки, которая протекает в этих чакрах, а в действительности мы видим совершенно другое. Мы видим эфирную прану. Прана концентрируется около чакр, и мы видим не сами чакры, а мы видим концентрированную прану около них. А вот астральную энергию мы не можем увидеть. Интересно, что бестелесные существа тоже могут быть видимы нормальным зрением. Но это может случиться только в одном случае. Когда мы видим или светящуюся сферу, или некий контур, связан с призраком, как мы говорим. Но это возможно только тогда, когда бестелесное существо использует медиумнический займ. То есть концентрирует вокруг своего астрального тела эфирные, а иногда даже и газообразные элементы физического мира. Не случайно знаете, что существует много ритуалов, когда человек хочет материализовать бестелесное существо, он ему создает условия, то есть ставит какую-нибудь курительницу, на которой горят ароматические травы, может использовать какие-нибудь жидкости, например, кровь, например, молоко. И когда все это испаряется, то бестелесные существа действительно имеют возможность брать отдельные элементы физического мира, складывать их вокруг своего физического тела и получать на время очень нестабильное подобие физического тела. Вот древние учителя в Тибете и в Индии
очень удачно сравнивали прану и ауру с огнем. Вот в современном мире я уже привел вам пример, что будет удачным сравнение с электрической лампочкой. Действительно, когда спираль внутри вот этой лампочки излучает свет на неограниченное расстояние, так и прана в клетках. Прана тоже излучается на неограниченное расстояние. Но и в одном и в другом случае мы видим светящийся контур вокруг живой материи. Этот контур называется аура.